Всех приветствую на своем третьем канале, ребят. Расклад на тему, название которое вы уже видите. Хочу посмотреть и характеристику человека, и вообще от чего он отталкивался, когда перекрывал вам вашу связь с родом. Само собой разумеющееся, что такие люди, они это делают по одной причине, даже не по одной, там бывает несколько, но и тем не менее. Это зависть к вашим знаниям, зависть к тому, что имеете вы, и никогда не будет дано им, как они считают. Бывают, они переключают это, получают какие-то там маленькие проценты из этого, да, из этих крадников и перекрытий. Думают, что они ухватили Бога за бороду, а когда начинают отхватывать капнувшие проценты на их кредит, да, они почему-то еще больше злятся. Ну и вот мне хочется разобрать таких персонажей. Конкретно никого сегодня здесь не смотрю. Почему? Потому что лично у меня таких людей несколько, как бы все пыжились, все старались как могли. Вот. Тем самым принеся мне еще больше знаний, силы, ну и всего остального. Итак, посмотрим. Один вариант. На этом канале один вариант у меня. Но разбирать будем очень подробно. Давайте начнем с характеристики человека. Итак, у вас с этим человеком был энергообмен. Партнерство, дружба. Либо вы вдвоем вкладывались во что-то одно, и каждый по-своему друг друга исцелял, каждый по-своему друг друга учил. Вы учились на ошибках этого человека, этот человек учился на ваших ошибках. В общем, вот так вот. Ну и этому всему пришел конец. Начались военные действия, особенно на ментале. Человек начал против вас воевать. Работал на перекрестках однозначно. Фортуну на себя захотел одеть. А вас оставить с разбитым сердцем. Нападал из-за вашего ресурса. Для кого-то здесь этот человек захотел ваших знаний, для кого-то ваших денег. Кто-то здесь вас просто мог, для кого-то из вас этот человек мог вам просто постоянно какие-то колкости говорить, унижать ваше достоинство, ваше умение, тем самым забирая то, что принадлежит вам, ваши знания, вашу удачу, вашу фортуну, ваш туз пентаклей. Вот такая характеристика человека. Так, хочу посмотреть, почему же он начал вот с этим тузом мечей-то в вашу сторону махач устраивать. Из-за чего? Захотел того, что имеете вы. Таких же друзей, такой же дом, такую же квартиру. Захотел того, чего нет у него, но есть у вас. Здесь зависть. Этот человек никогда вам не отдавал столько, сколько вы вложили, вкладывали в него. Здесь вы могли, знаете, как вместе там выпивать, дружить, гулять, да. И он как будто что-то услышал, и у него щелкнуло. Он позавидовал. Он сказал: я хочу так же, как у нее. Этот человек или у него, этот человек как будто бы, слушая вас, вы ему доверяли, вы ему что-то рассказывали за себя. Он наблюдает и наблюдал за тем, с кем вы общаетесь, куда вы ездите, как вы живете, и завидовал. Завидовал вашей десятке пентаклей. И решил, что буду-ка я забирать это все.
Вот так вот. В штыки воспринимал всю вашу... Вот знаете, здесь какой человек? Вы с ним чем-то делитесь, да, какой-то своей мыслью, либо умозаключением по любому поводу. Даже по поводу выводов просмотренного фильма, к примеру. И этот человек, понимаете, говорит, да нет, твои выводы там и твое мнение какое-то не такое, там что-то не дотягивает. А потом вы от третьих людей слышите те же слова, которые вы произносили, ваши мысли. И этот третий человек говорит, что вот этот человек им об этом сказал. То есть он ваши мысли выдавал за свои перед другими, чтобы казаться умнее, чем он есть. Мудрее, чем он есть. Этот человек завидовал тому, какими вы были. И решил, что он будет вас просто травить за это. Но при этом прислушиваться к вам и ваше выдавать за свое. А еще я вам хочу здесь сказать, вот по этой карте я хочу сейчас досмотреть, но я уже вижу по потоку, что этот человек на вас делал переклад своего разбитого сердца, своих неудач, своих там несостоявшиеся отношения, горести, болезни, понимаете, и делал это через нападки, через сердце животного и на перекрестке. Подношения монеты в дар были, ножом мог работать, да. И еще и как мог. Давайте посмотрим, что на перекрестке там делал. Ага. Ага. Значит, пришел и говорит такой: хочу, чтобы вся статусность, либо ваш мужчина, либо ваше детище, либо ваши мысли, идеи, то, что давал вам ваш род, у вас резко разрушилось, а этот человек начал этим наполняться. Короче говоря, чем хуже у вас, тем этому человеку легче. И он, как вампир, питался вашей болью. Вот вам плохо, а он цветет и пахнет в этот момент. И как только этот человек слышал обратное, что у вас все хорошо, он сразу даже по тону голоса можно было услышать, что он разочарован. Видимо, расстраивался, что работа не так легла. Каким образом там нападал? Чтоб вы вечно были в ожиданиях, но ничего не происходило. Чтоб, допустим, вы ожидали своего достойного партнера, но так и не встречали. Чтобы у вас, допустим, дело, если у вас через интернет работа, либо даже у вас связь с другими людьми без интернета, да, вот этот энергообмен с другими людьми, который приносил вам доход, просто завершился. Кто работает в интернете, чтобы к вам не приходили клиенты? У кого свой YouTube-канал, чтобы подписчиков не было, чтобы люди как бы вас не замечали? Причем делает этот человек, делал и сидел, ждал тоже результатов. Когда ж получу этот туз пентаклей? Давайте посмотрим еще теперь такой момент, а получил ли он этот туз пентаклей ваш? Что по факту он получил? Воруя, унижая, используя вас, ваши идеи. Здесь, если ваш недоброжелатель женщина, статус жены хотела приобрести, новые знания приобрела, и решила, что она села на трон, что все теперь у нее под контролем. И вот, смотрите, карта сама практически вылетела, а там дьявол руководит. И что он говорит? Что он говорит этой даме? Давайте посмотрим.
том, что это все закольцовывается и возвращается ей через 8 мечей, и через каждый ее новый ритуал она на себя одевает еще больше того, в чем задолжала. Вот этим силам, забирая у вас то, что ей не принадлежит. Здесь закольцовки, здесь полное бездействие человека. Ритуалы не идут у человека. И в этом конкретном случае я бы хотела сказать, что лучше бы она их вообще не делала, потому что с каждым ритуалом она все больше одевает на себя говна. Но такие люди не останавливаются, поэтому... А вот смотрите, этот товарищ по 15-му аркану, он создал некоторую иллюзию, кстати, по поводу вот этого персонажа. Я вам хочу сказать, что этот человек не гнушается такими вещами, как поставить на себя морок, чтобы его любили люди, чтобы люди в нем видели того, кем он не является. Там куча всего можно сделать, поверьте. И вот этот вот дьявол, да, он говорит, ну смотри, да, я тебе там кину парочку каких-то крупинок, типа знания, и сиди, думай, что ты восседаешь на каком-то там троне, а я в это время буду тихо, мирно брать твою душеньку в оборот и забирать твой ресурс. Он как будто подначивает ее, знаете, вот этот человек думает, что у нее знания от высших сил, что у нее есть сила, и вкладывается прям, вот 15-й аркан говорит, давай, давай, трудись, работай, 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 работай. Работай, милая, либо милый, старайся изо всех сил. Чем больше ты вот это делаешь, тем больше ты на себя петелек накидываешь себе на шею, мне потом проще тебя за один раз вздернуть будет. Вот мы и посмотрели, как этот человек общается и с кем общается, и для чего общается, да? Итак, давайте посмотрим, что этот человек транслирует для всех остальных. Что он транслирует во внешний мир? Что у меня есть знания, я с высшими силами общаюсь, и я побеждаю своих недоброжелателей, и побеждать буду по справедливости, я творец справедливости. Хотела 6 карт достать на это, а всего лишь 3 показали, а 3 следующих, что по факту получается. А по факту получается, что 9 мечей, 5 мечей. Из-за ее выбора, из-за ее либо его. Почему-то у меня ее идет, значит, это женщина. Справедливость-то это лично ее, с учетом ее каких-то там шизофренических наклонностей в ее больной голове. Ночами не спит, бессонница может быть. Сущности нападают, сущности атакуют. Дьявол, вот тот 15-й, он приводит в пространство этого человека таких же недостойных, как этот человек, людей, и заставляет вот этого персонажа бороться с ними и делать каждый раз неверный выбор. И знаете, в чем интересный момент? Вот этот человек не только с вас тянет туз пентаклей, этот человек делает крадники, ворует, забирает. Каждый раз к нему кто-то, если приходит более умный, да, мудрый, более знающий, чем он начинает воровать. Прям залазит в ваше пространство и ворует, стягивает и ритуалы, и знания. Но только он не догадывается, что ваши защиты могут показывать лишь те обрывки, благодаря которым этот человек наделает кучу ошибок в ритуале. Здесь еще может быть такое, что человеку постоянно приходится бороться за тех, кого он любит. То есть, знаете, нападки на детей могут идти либо на мужа, либо на жену, да, то есть отвоевывать партнера, отвоевывать детей, вот все время быть в противостоянии.
Может еще транслировать, что у меня все хорошо, замечательно, что я очень стойко переношу все невзгоды. Я борюсь, я здесь воин, я по справедливости побеждаю, у меня прям инструменты от самого боженьки, давайте так скажу. Только непонятно от какого, конечно. Но, видимо, для этого человека это не играет особой роли. Ему нравится находиться вот в этих мороках, и там удобно, понимаете? Там удобно. Иногда просыпается, там что-то понимает, и потом опять засыпает разум. Душа на издыхании. А что по факту этот человек осознает? Давайте посмотрим. А в том, что смерть пришла, и смерть рядом с ним ходит. Ритуалы на погосте могут не работать уже через мир мертвых. Это туда же. Трансформации идут, человек это знает. И трансформации несут крах всем иллюзиям и всем воздушным замкам, которые этот человек настроил в своей жизни на протяжении всей своей жизни. Почему? Потому что не мог выбрать. То мне славу, то мне деньги, то мне стабильность, то мне знания, то связь с высшими, то защитников лучше, чем у других. Понимаете? И это все кралось у других, если он только видел, что он не обладает этими вещами, этими знаниями, этими качествами характера. Понимаете? Здесь абсолют пришел. Этот человек знает, что все, у него уже не будет так, как было прежде. Но планы выстраивает, планы строит. Я думала, здесь немножечко просвет пошел. Нет. Здесь я подумала, что человек начинает смотреть уже в свое прошлое и делать какие-то выводы. Нет, нифига. Здесь человек делает, знаете что? Он простраивает планы, как он будет через магию мстить всем из своего прошлого. И к нему, кстати, новые люди притягиваются точно такие же, как те, которые предавали его в прошлом. Декорации другие, спектакль тот же, понимаете? То есть как пони бегает по кругу, короче говоря, водят. Иногда вот бывает точка такая, хоп, просыпайся. Нет, я и так все знаю. Ну-ну. И что это прошлое? Здесь, если женщина, она считает, что она встретила достойного партнера, который и денежный, и ресурсный, и по жезлам такой деятельный весь. Но дело в том, что это все закрывается. Нет, не будет второй половины достойной. Не будет того огня, той силы, которая была раньше. Не будет той девятки пентаклей. Вот знаете, здесь человеку было дано то, что ему было дано, да, вручили ему и сказали, смотри, развивай. Вот ты встречаешь людей, которые мудрее, сильнее тебя, больше знают, равняйся на них, тебе тоже будет это дано. Нет, я лучше сворую, так быстрее. Я ж по справедливости, я же тут решил, что у меня связь с самыми высшими. Здесь человек обесценивает истинные чувства, искренность, любовь, понимаете, но превозносит ложь, фальшь, маскарад, вот это когда двойное дно, понимаете, у людей. На публику одно, а осознание абсолютно иное. И структура мышления совершенно в дно, понимаете? Но мы себя на публику несем, как мы нечто высокие, высокодуховные личности. Это верное начало к шизофрении. Рано или поздно любому человеку надоест носить маску. Последствия будут всегда. И как я всегда говорила ранее в своих раскладах, я не понимаю людей, которые на это тратят время своей жизни. Это же скучно.
каждый раз перед каждым человеком одевать ту или иную маску. Ты кто вообще по итогу? А вот и потом происходит, просыпается и думает, а кто я действительно, а где настоящий я? А в Караганде, да? В рифме к этому слову. Итак, даже не знаю, что еще здесь спросить. Давайте спрошу так, чем на данный момент расплачивается этот человек? Что у него в жизни происходит? Вот. Что у него в жизни происходит для начала? Здесь человек является всего лишь пажом, но взялся бороться против королей за какую-то стабильность, отправляет какие-то определенные темные силы для того, чтобы было сотрудничество. Со свечами работает, огня не хватает, запала не хватает, получается, как хочет быть выше. Слушайте, здесь человек чьи-то защиты забирает, чьих-то фамильяров крадет. Для того, чтобы они сотрудничали с ним. А на самом деле переходит куда? А переходит в состояние, когда его магические способности просто начинают идти в обнуление, человек просто теряет то, что даже ему было дано изначально, так сказать, по факту рождения, и натыкается на защиты. Просто голову с плеч. Вот обожаю эту колоду, обожаю этого художника. Вот, понимаете, королева мечей, меч и голова в руке, а она на троне. Вот на таких людей лезет. У таких пытается что-то забрать, возомнив себя всемогуйкой. Вот так вот, чем занят. Ну и давайте посмотрим, чем расплатится этот человек за такие деяния. Воительник. Воители, бля, это просто, ну, без комментариев. Против кого воюем? Против того, что кто-то оказывается добрее, умнее тебя, и ему больше дано. Ну, так он и наработал это в прошлых воплощениях. Какое ты имеешь право вообще забирать? Здесь воруют фамильяров, воруют защиты. Ой. Пажиха какая-то, понимаете? Пажиха, у которой огня нет. Энергия на исходе уже. И дергается на королей. Статус человека и статус энергии, которые в сотрудничестве с теми, на кого нападает она. Там короли. Вот интересно, вот эта пажиха, либо пажонок, ну, баба у меня идет, ребят, ну, хоть тресните. Если смотрите на мужчину, значит, он под подселением, и у него, поэтому он как баба себя, короче, ведет. Вот так. Вот смотрю я на эту всю картину маслом и хочу, вот знаете, за счет какого ресурса вот ты, несчастное убожество, вызываешь рыцарей, ты же на ранг их ниже. Что ты отдаешь взамен на то, чтобы они там напрыгивали на других?
Знаете, ребят, на вот этом моменте мне хочется сейчас плакать. Почему? Потому что я услышала голос рода этого человека. И родовая ветка этого персонажа, она рыдает. Этот человек не подозревает о том, что он на самом деле дает в уплату. Он отдает тех из рода, кто любил этого человека искренне. Вне зависимости от того, каким вот он является, был, неважно. Люди из рода умершие, они переход совершить не могут. И их души либо должны просто идти сотрудничать с другими и как-то уходить от своего предка же, либо же опускаться на ранг ниже, 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 оставаясь. То есть эти души не приближаются к освобождению, понимаете? Они все глубже вязнут в говне вместе с вот этим человеком. И здесь я вам хочу сказать, любви у этого человека не будет. Даже дети перестанут любить, уважать, замечать, если не остановится. Это максимально. Любви не будет, любимой женщиной не будет, любимым мужчиной не будет. Все это мир мертвых перекроет. Здесь переход вечный. Здесь у человека будут красть все. Он в пространстве себя как будто для Вселенной подсветил, знаете, на каком уровне? Нападая вот на тех, до кого не дорос. Хотя вот он хочет иметь то, до чего не дослужился, не наработал. И таким образом он как будто дает Вселенной такой определенный маяк, он определенного цвета идет. Я готов раздать и то, что мне было дано. Воруйте, тяните с меня. И здесь родовая ветка, она... Души есть еще светлые, чистые, они плачут. Потому что им либо уходить к другим и сотрудничать, к более чистым, достойным душам, покидая собственного предка, это означает выход из родовой системы. В общем, свои моменты с ними. Вот этот человек сливает свой потенциал, и родовая система просто рыдает. Она не может достучаться. Здесь перекрыт доступ к истинному глазу рода этого человека. Пиздец, блядь, плата, конечно, ребята. Я извиняюсь за мой французский, но, по сути дела, мой канал, что хочу, то и ворочу, да? Как идет уж, из песни слов выкидывать не стану. Срань Господня, честное слово. Но я не знаю, что этот человек там увидел в вас. Что такое? Что такого может стоить такой дорогой цены? Ну и тем не менее. И тем не менее. И теперь смотрим, чем поплатится этот человек. Суд. Предки, духи рода, только другого качества души будут приходить и давать по голове. Да. Будут уничтожать абсолютно все, что дорого этому человеку, не давая ему заметить то хорошее, то малое хорошее, что у него остается. Будут заставлять его тяжелыми тропами идти, тяжелые ноши нести. Крест, и там не один крест, а крест каждого человека, у которого этот человек что-то своровал. И здесь человеку придется все время, во-первых, искать баланс, будут его учить между своей темной, светлой стороной. И будут все время как будто подначивать,
Вот сейчас ты обретешь великую силу. Сейчас, а этого не случается. И это все для того, чтобы человек теперь уже своим трудом нарабатывал вот этот огонь, эту энергию, эти ресурсы. И в этой вечной, вот такой, знаете, как вот хомячки вот бегают по этому колесику. Вот чем больше этот хомячок будет бежать по колесику, тем для родовой системы это лучше. И только так этот хомячок будет вырабатывать энергию, которая необходима роду. Хоть что-нибудь, знаете, как с паршивой овцы хоть шерсти клок. Ну а там неизвестно, достанется ли детям и смогут ли дети это все снять. Здесь, знаете, как будто вот родовая система говорит так: слушай, ты вот нас так как бы обесценил, да, то, что мы тебе давали. Ты наши ресурсы убабахал в воровство, в зависть, в ненужные вот эти прения, в борьбу, где ты там хочешь доказать кому-то что-то. Ну, такие люди обычно доказывают в первую очередь себе, что они хоть что-нибудь могут, понимаете? Там комплекс неполноценности однозначно присутствует. Вот этим будет расплачиваться. Очень быстро события будут развиваться по поводу детей, или же здесь эгоизм у человека начнет зашкаливать. Перевернется мировоззрение у человека, заставят подзадуматься. Либо через детей, либо что-то он из-за своего эгоизма, что-то, знаете, быстрое такое, не подумавши, совершает. И опа, привет. Начинают тебя учить, смотреть на мир с иной точки зрения. В отшельники посадят, скажут: давай, ищи внутри себя ответы на вопросы. Здесь человеку становится запрет на чистки. Он должен будет найти путь во тьме, чтобы хотя бы подобрать один ритуал, который ему поможет для чистки его же, либо же его ребенка, его детей. Четыре карты оставлю совет для вас по поводу этого человека. И что я здесь еще вам хочу сказать? Здесь человек... Здесь точно женщина, ну, практик однозначно. Будут приходить такие люди в виде второй половины, ну, то есть противоположного пола, даже если это мужчина. И забирать ресурс, оставляя этого человека с недовольством, с неумением замечать то, что предлагают высшие силы. Здесь перекрытие входа в определенные измерения. Здесь четверка пентаклей, здесь отворачиваются определенные силы, определенные боги. Стихии, здесь отворачивается сила Земли от этого человека, оставляя его скупковостью. Здесь, если женщина, к ней могут приходить недостойные партнеры, которые всегда будут либо женаты, либо иметь еще любовниц на стороне, принося десятку мечей этой женщине.
У мужчин точно так же. Партнерши будут такие. Либо ты, либо он. Я еще не знаю, как определюсь, скажу. Да. Ну, в общем, вы поняли. И все это ведет к 5 пентаклей. Духовная, физическая и материальная нищета. По здоровью тоже шарахнет. Здесь в пространстве человека полностью гнилые люди будут окружать. И совет для вас. Вот как лежат, так и открою. На погосте вам работать надо, идти в свои начинания. Открывайте то, что вам надолго принесет результат. Знаете, здесь как? Здесь любимое дело. Для кого-то здесь обучение, ну, работа на погосте идет. С миром мертвых, с миром духов, душ, энергий, иных планов. Здесь прям равноценный обмен будет. Но он всегда должен быть, учтите это. Не берите больше, чем положено. Учитесь на вот этом вот человеке, что когда вы даже из вот такого зернышка, но из маленького, но оно ваше, сумеете взрастить целый лес, вы будете гордиться собой, где бы ваша душа ни находилась. Вы оставите своим потомкам колоссальные вещи. А если вам дано даже вот такое зерно размером, но вам все мало, и вы будете воровать чужое, вы лишитесь всего. Для кого-то здесь придет партнер. Ну, кубковый король может не только в негативном аспекте быть, но опять же таки, смотрите. Но еще я хочу сказать, что здесь определенные силы к вам придут. Определенные энергии, определенные фамильяры, определенный дух, мне хочется сказать, именно дух. И вы с ним будете сотрудничать, он вам как знание даст. Для кого-то это может быть даже дедушка из мира мертвых. Смотрите сами, у кого как проиграется, ребят. Но это надолго, и это то, о чем вы мечтали практически с самого детства. Я не знаю, что это, у каждого из вас это будет свое детище, да, свои мысли, свои мечты, планы, надежды. Вот этот дух вам поможет это все реализовать. Да, вы начнете с пажа, да, но это надолго. Вот вы из этого семечка начнете взращивать свой лес. Как только начинаешь заниматься этим, ты понимаешь, что у тебя нет времени даже замечать, что есть у других. Ты настолько увлекаешься этим процессом, что все остальное становится просто неважным в некоторые моменты твоей жизни. А вот таких людей, о которых я сегодня здесь говорила, которых я описала, они всегда будут смотреть на ваш сад. У вас всегда будет трава зеленее. Да, их можно пожалеть, но не перегибайте палку и сжигайте им целые города, которые они там пытались выстроить. Целые их усадьбы и поляны, как только они попытаются взять что-то из вашего. Дабы неповадно было. Чтобы потом, прежде чем подумать даже о том, чтобы вам что-то сделать, они испугаются раз 50. И задумаются, а нужно ли это мне повторять. Так что, ребята, вот как-то так. По сегодняшнему раскладу очень печально по поводу родовой системы человека. Прям несколько человек, чуть больше 10, там души светлые, конечно. Их скорбь, их печаль. Это ужасно.
Потому что вот те души понимают, насколько глобально это. А вот этот человек еще не понимает. Здесь и сейчас подавай, и больше ничего не знаю. В общем, как-то так, ребят. Всем добра этого мира и пока-пока.